Как и главное, почему появился биткоин? Какие события повлияли на его возникновение? Причем тут анонимное сообщество любителей криптографии и шифропанки, а также какие проблемы привычных нам фиатных денег уже решили криптовалюты. Представим ситуацию, что вам необходимо с одной точки мира переехать в другую, навсегда, со всем своим состоянием, которое вы имеете и, очевидно, хотите забрать с собой. При этом вы не хотите палиться, что у вас есть деньги перед кем-либо. Итак, допустим, у вас полностью пустые карманы, а в руках билет на самолет в один конец. При этом каким-то фантастическим образом вы везете с собой огромное количество денег, которые никто не видит, но они у вас есть, ведь доступ к ним только в вашем уме и больше нигде. Это именно то, что привнесла криптовалюта и технология блокчейн в целом в нашу жизнь. Скоро вы поймете, как это возможно. Мы начинаем. После беспрецедентного мирового кризиса 2008 года, началом которого стал кризис ликвидности банков, то есть неспособность их выполнить обязательства перед клиентами в выдаче им финансов. Вследствие этого произошел уже ипотечный кризис, предпосылки к которому являются выданные в период с 2004 по 2007 год направо и налево ипотечные кредиты в США даже тем, кто в принципе не способен был их выплатить. Конкретно ипотечный кризис, как известно, был очевиден Майку Бьюри, который вовремя сориентировался и зашортил ипотечные ценные бумаги, то есть сделал ставку на их падение, при этом оплатив огромные комиссионные за удержание своей шорт-позиции. Он в итоге оказался прав и заработал огромные деньги и популярность, в частности и благодаря экранизации этих событий в киноленте «Игра на понижение». Он и по сегодняшний день делает множество прогнозов, но прогнозы эти перестали почему-то сбываться с приходом к нему популярности. Как известно, все получается, когда никто не видит. Штаты первыми вышли из этого кризиса, так как последние лет 100 то и делают, что подсаживают всевозможные страны мира на свой доллар посредством центральных банков, вооруженных конфликтов, посредством выдачи кредитов от Международного валютного фонда, до чего угодно, только для того, чтобы можно было бы напечатать еще доллары и разбавить таким образом инфляцию по всему миру. Провалы в финансовом регулировании подорвали доверие к валютам в целом и центральным банкам в частности, так как тот факт, что у вас есть средства на вашем счете в банке, не давало вам стопроцентной уверенности в том, что у вас есть безоговорочный доступ к ним в любой момент времени, а недвижимость на то и недвижимость, что ее невозможно возить по всему свету. Вследствие этих событий возникла потребность в альтернативных формах денег, которые не контролируются центральными институтами и не подвержены таким же рискам, как традиционные фиатные валюты. Это случилось практически молниеносно. 18 августа 2008 года был зарегистрирован домен bitcoin.org. 31 октября того же года в почтовой рассылке, посвященной криптографии, человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото была опубликована ссылка на white paper под названием Bitcoin A Peer-to-Peer Electronic Cash System, сжатое описание протокола и принципа работы платежной системы в виде одноранговой, то есть бессерверной, децентрализованной сети устройств, где каждое устройство может работать и как сервер, и как клиент. Сама технология блокчейн, на основе которой работает биткоин, не была взята с воздуха. Она была основана на исследованиях в области математики и криптографии за последние на тот момент 40 лет. И не говорите больше, что математика в жизни никому не пригодится. Мы действительно стали свидетелями того, как история изменилась навсегда, сделав огромный скачок в будущее. Еще задолго до тех событий, в мае 1997 года, Адам Бек для противодействия отправке спама и DOS-атакам предложил хэш-кэш, основанную на системе доказательства выполненной работы, тот самый Proof of Work. Хэшкэш– это алгоритм доказательства правильности работы, требующий выборочного объема данных для вычисления, но при этом доказательство может быть эффективно подтверждено. У пользователей электронной почты к заголовку добавляется текстовая кодировка отметки хэш-кэш, подтверждающая, что перед отправкой было затрачено некоторое время для вычисления отметки.
Другими словами, отправитель тратит некоторое время на вычисление отметки и отправку, что, внимание, не свойственно спамерам. Получатель может ценой небольших вычислительных мощностей подтвердить валидность отметки. Единственным известным способом подобрать заголовок с необходимыми параметрами является полный перебор. Хэш-кэш был одним из важнейших алгоритмов на пути к созданию первой криптовалюты. Чуть позже, в 1998 году, идею криптовалюты B-Money описал Вэй Дай в рассылке шифропанков. Шифропанки – это такая неформальная группа людей, заинтересованных в криптографии и анонимности. Ну да, неформалы бывают и такие. Можно сказать, шифропанки – это неформалы здорового человека. Независимо от него, примерно в то же время, аналогичные идеи предложил Ник Саба для BitGold. Ник Саба также предложил модель рыночного механизма, основанного на управлении инфляцией, и исследовал некоторые аспекты выявления надежной информации в ненадежной децентрализованной системе. По сути, задача византийских генералов, которая звучит следующим образом. Часть абонентов, включая центр, может быть злоумышленниками. Нужно выработать единую стратегию действий, которая будет выигрышной для абонентов. Позднее Халфини реализовал связку цепочек хэш-блоков для системы хэш-кэш на базе чипа для шифрования IBM, что уже было прям очень близко к тому, что представляет собой биткоин. И тут свершилось. 3 января 2009 года был сгенерирован первый блок, за который начислено первое вознаграждение 50 биткоинов. Опубликован исходный код программы клиента. Первая транзакция по переводу биткоинов произошла 12 января 2009 года. Сатоши Накамото отправил тому самому Хэлу Фини 10 биткоинов. По одной из версий, он и есть Сатоши Накамото. Вот первый в истории твит о биткоине, опубликованный Хэлом Фини 11 января 2009 года. Любопытен еще тот факт, что в его честь названа 1000-я часть криптовалюты эфир в сети Эфириум. Позже произошла известная история, когда 22 мая 2010 года американец Ласло Ханич за 10 тысяч биткоинов получил 2 пиццы с доставкой. Люди еще не поняли, что Прометей дал им огонь, и многие, даже на сегодняшний день, понятия не имеют, насколько большую позитивную цель изначально имела и до сих пор несет криптоиндустрия. На протяжении 10 лет время от времени в СМИ можно было увидеть заголовки о том, что биткоин пузырь, но не сегодня. Уже многим очевидно, что биткоин и блокчейн в целом изменил ход привычных нам когда-то вещей. И тот факт, что в этом году крупнейший инвестиционный фонд BlackRock выкупил огромное количество биткоинов и заинтересовался эфириумом, тому подтверждение. Да что там говорить, правительства целых государств владеют криптовалютой, используют ее в своих коррупционных схемах, а благодаря своим ручным СМИ спекулируют котировками. Такие криптовалюты, как биткоин и эфириум, создались не для того, чтобы создатели или пользователи получили мгновенную прибыль. Это способ решить насущные проблемы самых обыкновенных людей, для того, чтобы дать человеку возможность действительно владеть своими средствами. Это тот самый огонь Прометея. Возникновение биткоина не было случайным, оно было скорее естественным, а кризис послужил, если не причиной его возникновения, то катализатором так точно. Возвращаясь в начало повествования про билет, ваши деньги и доступ к ним, стоит отметить еще один важный момент касательно криптовалют и их хранения. Это ваш кошелек. Не особо важно, как он реализован. Приложение на смартфон, расширение для браузера. Доступ к своей криптовалюте обеспечивает приватный ключ, который реализован в виде мнемонической фразы из 12 слов. Свою фразу при острой необходимости можно выучить наизусть и хранить у себя в уме, чтобы позднее можно было сесть за любое устройство в любой точке мира, где есть доступ в интернет, ввести свой приватный ключ и получить доступ к своим средствам. И ни одна душа, ни одно правительство не узнает, сколько у вас денег, а значит не способно будет их отнять. Даже человек, заключенный на 10 лет за решетку, может хранить таким образом свои деньги и не париться, как их можно спрятать на период своего заключения. Не стоит верить ручным средствам массовых информаций, они лишь действуют в интересах своих правителей.
и манипулируют нашими страхами, чтобы удерживать обычных людей под контролем, а себя любимых у власти, которую они так боятся потерять. Не зря комиссия по ценным бумагам так стремится взять под свой контроль криптоиндустрию. Всем добра, вникайте, изучайте и не дайте себя обмануть.